Йоу. Какой-то постер делать. Dzień dobry wszystkim. Сегодня мы пришли в старый зоопарк города Познань. Давайте зайдем туда и посмотрим, что же там у нас. Вот мы идем по зоопарку. Тут у нас, смотрите, все вообще зеленое. Это Антон. Он сегодня с нами. Мы как-то странно попали опять к аквариумам, короче. Мы недавно смотрели опять. Очень красивые аквариумы, пенкные. Смотрите, какая ладно. Антон, а как по-польски будет рыба? Рыба. Так и будет? Да. Смотрите, какие пенкные рыбы. О. Рыбки, как в фильме Немо. Яся нашла. Для тех, у кого есть карта поляка, какие-либо документы, связанные с Польшей, если у вас есть польские корни, конечно же, я говорю открыто, что бояться вам нечего, конечно же, вас никто не обидит. Если у вас есть польские корни, значит, вы также относитесь к Польше, и, конечно же, дома вас не тронут. Там ниц. Ой, смотрите, куда пришла. Кролики. Мы зашли вот в такой вот парк, и я немного хотела рассказать вам свои впечатления о весне в Польше, о зиме, потому что мы уже в Польше полгода. Красота! На самом деле я очень сильно удивлена по протяжении многих лет. Конечно же, я смотрела видео о Польше. Я не представляла, что когда мы сюда приедем, мне настолько сильно понравится в Польше, и я буду в восторге. На самом деле мы ожидали, что в Польше зима будет суровой такой, дождливой, но в Познани зима была совершенно другая. То есть в Познани на самом деле зима была настолько теплой, настолько хорошей, что снег был вообще пару раз за зиму. Иногда капал небольшой дождик, но
На самом деле я была в восторге, потому что я первый раз жила зимой в климате, где зимой трава зеленая, где столько всего нового и интересного. Сейчас вот первая весна, которую мы проводим в Польше. На улице только, знаете, какое число? Сейчас я скажу. 14 марта сегодня на улице. Погода настолько теплая, настолько хорошая, что на самом деле невозможно не влюбиться в эту погоду. Погода и правда, климат в Польше существенно лучше, существенно мне нравится намного больше. Здесь теплее, здесь быстрее просыпается зелень, все зеленое вокруг, и это очень и очень для меня важно, для моей семьи, потому что мы очень любим тепло. Так как скоро у нас с Антоном будет один праздник, это 6 лет брака будет 18 марта. Мы уже 6 лет как женаты. Конечно же, я придумываю какое-то необычное, что-то необычное, что мы можем поделать в этот день. Может быть, съездить в какое-то путешествие, но проблема в том, что далеко мы поехать, конечно же, не сможем, потому что у нас есть дела, которые нам нужно делать ежедневно. Но вполне возможно, что в окрестностях Познани, может быть, кто-то знает, рядом здесь есть какое-то место, где мы могли бы втроем вместе провести, отпраздновать, отметить, отдохнуть. В общем, как-то впервые, потому что мы до этого никогда не праздновали. Мы не отмечали ни 5 лет, ни 4 года, но так как сейчас на самом деле у меня и вообще и у меня, и у нашей семьи многое происходит в первый раз, я решила, что, возможно, вот именно в этом году нам стоит впервые отметить эту годовщину нашего брака, эти 6 лет. И возможно, что настал тот момент, поэтому если кто-то знает, где недалеко от Познани, вот в окрестностях можно отметить такой нашу маленькую годовщину, 6 лет брака, я буду очень-очень рада, если вы мне подскажете и напишите это в комментариях. Еще я знаю, что скоро у католиков у нас будет Пасха католическая. Но так как я сейчас учу историю Польши, что я уже говорила много раз в каждом своем видео, мне очень на самом деле интересно, как здесь отмечают католическую Пасху. Это на самом деле очень и очень интересно, поэтому если вы мне подскажете, потому что я немного почитала в истории, но мне интересно, как это происходит на самом деле. Интересно услышать мнение поляков, интересно услышать мнение людей, которые проживают в Польше, как вы отмечаете нашу католическую Пасху. Пожалуйста, напишите в комментариях, и мне очень и очень интересно. Я с Антоном сейчас гуляют на площадке, я сейчас присоединюсь к ним, мы немножко погуляем. 8 марта, день Кабиеда, Антон мне подарил камеру, на которую я сейчас вам снимаю влог. Кто не видел выпуск, пожалуйста, смотрите предыдущее видео, ссылочку оставлю сверху. Мы еще не купили штатив, штатив придет только завтра, поэтому я снимаю пока что без штатива. Также мы очень долго разбирались, как же нам монтировать теперь ролики, потому что программа, на которой мы делали ролики, она, в общем, не поддерживает эту камеру, и нам пришлось скачивать, разбираться в новой монтажной такой системе. Нам пришлось долго разбираться в настройках этой камеры, но нам это сделать удалось, и сейчас мы уже сможем начать, потому что завтра придет штатив, а сегодня мы впервые попробуем смонтировать этот ролик и постараемся побыстрее научиться и приспособиться, конечно же. Смотрите, птички.
Я вам уже говорила, что я подстригла свои волосы, покрасила их. Вышло немного не то, что я хотела, потому что я это делала самостоятельно дома. Я не хожу в парикмахерские, в салоны красоты. Я делаю все сама и дома. Экономия. Вот, поэтому напишите, как вам мой новый образ. А вон Антон с Ясей. Мы нашли их. Как у вас дела? Мама, я хочу, ну вот это папа не дает. Папа сказал, что ты до маленьких, а я хочу. Нет, я не говорил, что для маленьких. Что, ты пойдешь кататься? Да, пойду Ясь прокатаюсь. Bardzo dziękuję wszystkim za to, что смотрите, за то, что остаетесь с нами, за вашу поддержку, за Дивимося, щоб він достав. добрые слова, которые вы мне пишете в комментариях. Bardzo dziękuję за это. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И всем пока-пока и до видения!